Всем привет! Hard-use тестирование тактического складного ножа HOG EX03. Нож абсолютно новый. Проверим заточку из коробки. Легко режет паракорд продавливанием. Да и вообще, вспоминая заточку, которую я получал на ножах HOG, которые побывали в моих руках, я, наверное, даже могу сказать, что это лучшая серийная заточка, которая на данный момент присутствует на рынке. Ну что ж, начинаем с тестами. Кабель. Я бы даже сказал, очень легко. Любым хватом, абсолютно никаких проблем, продавливанием все режется. Режущая кромка в полном порядке. Далее открываем банку. Очень легко. Рез очень контролируемый. Этот клинок вскрывал банку просто классно. Затупление есть, но очень-очень небольшое. Не знаю, можно ли будет увидеть отблескивание света. Ну, проверим заточку. Да, он уже не прорезает, но если придавить немножко сильнее, то может прорезать. В принципе, это результат. Ну, то есть вот по тому, как выглядит режущая кромка, я могу сказать, что это гораздо лучше того, что происходит с мягкими сталями, которые сразу же теряют свою остроту, такие как AUS 8, 8CR13 MAV и все остальные. Это вот 154 CM, она относительно пластичная, но в то же время как бы затупилась мало. Хотя вот тут вот у нас скол вот тут вот. И не один, даже несколько сколов. Надеюсь, это будет видно. Вау. Сколы — это очень плохо. Строгаем алюминий. Вгрызается нож очень неплохо.
очень неплохо. И режущая кромочка выглядит нормально. Вроде бы никаких дополнительных повреждений, но скольчики на месте. Окей. Далее переходим к интересной части, тесту замка. Здесь button lock, и к этому button lock еще имеется предохранитель, который я включаю сразу. На YouTube есть видео, где Алан Илишевец сам делает удары обухом и передней частью ножом EX01 и показывает, что это очень надежный замок. Ну что ж, как говорится, доверяй, но проверяй. 5 ударов обухом. Вау. Вау. Посмотрите. Пластина предохранителя, ее выгнула. Вот этот вот шток баттон-лока, он ее вывернул. И она не смогла удержать его. И там вот на клинке клинок так вот закусился. Очень некрасиво. Попытаемся его открыть. Так. Ну все, пластина немножко отогнута, можно это видеть. 2 удара, то есть 1 удар он выдержал, дальше уже сложился. Ну что ж, попробуем еще до 5. Ай-яй-яй. Да. Складывается. Он складывается. Нет каких-то повреждений. То есть вот нет люфтов, нет ничего. Просто клинок выталкивает button-lock наружу. А вот этот вот предохранитель он не держит. Ну что ж, теперь удары передней частью. Два выдержал. Ну все, и тут видно, что при хорошем ударе он складывается. Что ж, очень жаль. Вау. Вау. Можно видеть удары на втулке баттон-лока. Можно видеть повреждения. Даже вот так вот. Вот так вот. Ну что ж, переходим к тестированию кончика. Ауч. Ауч. Вот так вот.
Фу, фак. Ну, я просто не нахожу слов, что сказать. Это, наверное, один из самых коротких hard-use тестов. Вот такие дела. Попробуем батонинг. Батонинки, рубка, все отлично. Кончик сломан, замок очень сильно поврежден, предохранитель не работает. Ай-яй-яй. Жаль. Посмотрим на этот нож в макро. Два главных достоинства этого ножа: интересный замок и хороший клинок с качественной сталью. Все это дало сбой. Для начала посмотрим на замок. Снаружи все отлично, но внутри можно видеть повреждения от клинка, и можно видеть, в каком состоянии находится пластина предохранителя. Никаких люфтов, буквально минимальный какой-то горизонтальный люфт, вертикального нет вообще. То есть видно, что сам узел очень прочный, но, видимо, материал и крепление этих вот всех деталей, они недостаточно сильны, чтобы удержать этот клинок. Далее, первым звоночком к тому, что сталька, возможно, ну, я не буду говорить перекалена, но закалена очень сильно,
это стали вот эти вот микросколы на режущей кромке. При открывании банки они тут же вылезли. Ну и дальше при ковырянии древесины кончик лопнул. Можно видеть, что он в принципе не такой уж толстый. Он достаточно мощный, но не для тяжелых работ. Дополнительная печаль здесь в том, что конструкция этого ножа, она не разборная, то есть его нельзя разобрать, починить. И вообще непонятно, что с ним можно сделать, то есть как заменить какие-то детали. Поэтому, скорее всего, наверное, отправится в гарантийный сервис и послушаем, что скажет нам в ответ на это фирма Hog. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Ковыряние древесины было сделано раньше, чем пробивание металла. И кончик сломался, так и не дав нам понять, как бы он повел себя на пробивание железа. Кстати, хочу обратить ваше внимание на пластическую деформацию. Она есть, но очень и очень мала, что говорит о том, что пластичности у этой стали практически нет. Ну что ж, я взял мой Hog EX01, он переточен под более малый угол, но все равно посмотрим, как он будет пробивать металл. .08 миллиметров. Можно видеть, что кончик в порядке, но режущая кромка получила затупление, немножко замялась в бок. Кончик целый. Далее оцинкованный металл 1 миллиметр. Кончик целый. Замены на режущей кромке усилились. Прям в некоторых ракурсах можно видеть, что она прям загнута. Вот сейчас. Ну что ж, и в заключение нержавеющая сталь 1 миллиметр. Что мы видим? Кончик до сих пор цел, но режущая кромка замялась еще больше. Но опять же, это еще во многом из-за переточенного угла. Все. Теперь это тестирование можно по праву считать полным hard-use тестом. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. После испытания Hog EX01 у меня появились некоторые сомнения, которыми я хочу напоследок с вами поделиться. Просто глядя на вот это замятие режущей кромки, я вижу пластичность стали. Здесь нету никаких сколов, ничего. Режущая кромка просто начала вот так вот заворачиваться. И вспоминая сколы, которые выскочили на этой режущей кромке, и то, как отломался кончик практически без деформации,
У меня такое ощущение, что, ребят, возможно, это уже далеко не та же самая закалка и не та же самая 154 CM. Кроме того, еще один интересный момент. Посмотрите на втулку батонлока. Сверху IX01. Она какого-то желтоватого цвета. Она сделана из какого-то другого металла, чем вот это здесь. И у меня есть хорошее подозрение, что это тоже уже не тот же самый материал. Да, возможно, раньше и правда трава была зеленее и деревья выше, потому что этот хог я покупал года 2 назад, а этот 2 месяца назад. Все, спасибо за просмотр, пока, бай-бай.